Всем привет! Давайте еще немножко углубимся в тему того, как изучать то, что мы наделали. Мы уже научились отправлять руками наши запросы в tRPC и, в частности, через Endpoint Signup создавать юзеров. Но мы пока что еще не учились с вами изучать нашу базу данных. Да, мы уже умеем делать запросы через призму, но иногда хочется посмотреть на то, как устроена наша база, скажем так, непосредственно. Вот. И для этого хорошо бы установить какую-нибудь программу, которая позволяет подключаться к нашей базе данных и писать к ней какие-то запросы для изучения или модификации данных. Я рекомендую использовать программу db-iver. Ссылка прикреплена в описании урока. Что ж, давайте попробуем через эту программу подключиться к нашей базе данных. Для этого нажимаем сюда и выбираем нашу базу данных. Я как раз и рекомендую db-iver, потому что она позволяет подключаться к базам данных почти любых типов. Вот, и в вашей карьере, вероятно, вам придется поработать и с многими другими базами данных, но пока что это PostgreSQL. Выбираем его. Так, и задаем настройки. Скорее всего, это у вас localhost. Порт, скорее всего, у вас 5432. Зависит от того, как вы ставили Postgres. И база данных, мы, напоминаю, называли ее idea.nig. Idea.nig. Потом username мы тоже задали idea.nig. И пароль мы задали idea.nig. Нажимаем Finish. Кликаем правой клавишей мыши, SQL Editor, New SQL Script. Отлично. И давайте посмотрим на то, какие у нас есть пользователи. Для этого существует следующий SQL-запрос. Select, звездочка, значит, все поля, from, откуда и название таблицы. Название таблицы, он нам даже подсказывает, что у нас есть юзер и есть идея. Выбираем юзера и нажимаем Ctrl-Enter. Вот видим два созданных пользователя. Вот видим наш ID, это тот самый UUID, который сгенерирован случайным образом. Ник, как он есть. Пароль в захэшированном виде. Как видите, мы оба этих пользователя создавали с паролем 1234, и поэтому хэш у обоих этих пользователей одинаковый. И дата created at, когда был создан этот пользователь. По поводу запросов к Postgres мы еще с вами поговорим и попишем кастомный запрос, который будут нужны прямо в нашем коде. Вот, тем не менее, и к этому уроку я приложил гайд на Postgres. Эти запросы не слишком уж и сложные. Вот, бояться их не надо. Надо просто дойти до того момента, где вам потребуется написать какой-то кастомный запрос, а не использовать, обертку призмы. И вы просто с этим справитесь, напишите сотню-другую запросов, и однажды все станет понятно. Вот, это дело практики, с опытом все придет. Хорошо? И давайте просто для примера добавим еще одного пользователя, назовем его ABC, а пароль ему сделаем уже какой-нибудь сложный. Пускай будет QWERTY. И прогоним и эту мутацию. Так, мы ее прогнали, я 2 раза нажал, поэтому он мне сейчас выдал ошибку о том, что юзерник уже существует. И давайте еще раз вызовем запрос в Postgres. Видим, что у нас добавился этот юзер, вот у него хэш-пароль уже совершенно другой. Created at тоже соответствующий выводится. Что ж, мы научились маломальски изучать нашу базу данных и можем двигаться дальше и настраивать авторизацию в нашем проекте. Всех благодарю. До скорого.